Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку о временах года. Я расскажу вам о 4 сестричках, временах года, и о том, как они договорились менять друг друга. Все мы знаем, что за зимой приходит весна, за ней лето, потом осень и снова зима. Почему же так происходит? Как времена года смогли договориться между собой? Поначалу им это не удавалось. Каждая из сестричек старалась перетянуть одеяло на себя, а люди страдали, не зная, то ли завтра пойдет снег, то ли расцветет акация. А может, полезут из-под земли грибы. И постоянно гибли урожаи, потому что ни с того ни с сего в середине лета мог ударить лютый мороз. И все молодые посевы замерзали. И вот однажды случилось то, что и должно было случиться. Людям надоел этот беспредел в мире. Они выбрали одного самого умного и послали его поговорить со временами года и решить, кто за кем будет идти. И этим самым умным оказался молодой и очень красивый парень. Но имя его, к сожалению, за давностью лет забылось. Итак, парня попросили спасти все человечество. И он, взвалив на себя этот тяжкий груз, пошел искать жилище всех времен года. Искал долго. Шел по горам и полям, переплывал реки, переходил топкие болота, очень устал. Истоптал 50 пар обуви, износил 100 одежд, но нашел все-таки дом, в котором обитали времена года. Тогда еще безымянные, совершенно дикие. Детки, а ведь вы знаете, что у нас у людей есть самое лучшее качество. Мы умеем говорить, правильно сказанное слово способно весь мир привести в порядок. Умные речи – это верное средство все исправить. Первой, кого он встретил, была зима. Но тогда она еще не носила этого имени. Это была самая старая, самая суровая сестрица. И с ней договориться оказалось сложнее всего. Никак не хотела она слушать юношу. И все норовила заморозить, обратить в лед. «Послушай, — сказал наш герой, — ну ведь ты самая почтенная, самая старшая, а значит, и уважение к тебе больше всего. Становись-ка ты самой первой, открывай год. Пусть твои метели завывают в самом начале, пусть леденеют сосульки и мерзнут руки. Мы, люди, не боимся трудностей и встречать их будем сразу. В честь уважения к твоим почтенным сединам открывай год и зовись зимой». Понравилось зиме такие лестные слова. Пуще прежнего она завыла и шагнула в самое начало года. И до сих пор там стоит и гордится очень своим почетным первым местом. А второй юноше встретилась весна, молодая, веселая девчонка, чей смех звучал, как ранние ручейки. Раскидала она свои длинные шелковые волосы, словно светлее вокруг стало, теплом повеяло. Даже наш герой согрелся, и щеки его порозовели, и руки зябнуть перестали. Но не хотела будущая весна слушать парня. Смеялась, бегала по полям, и под каждым ее шагом все зеленело, цветы распускались. Ласково заговорил наш герой: «Ты самая красивая, а тепла теплом веет, согреваешь все вокруг. Становись-ка после зимы, ведь когда пройдут ее морозные дни и длинные вечера, каждому
Захочется тепла и шелковой травы под ногами. Каждому захочется проснуться, стряхнуть с себя зимнее оцепенение. Вот тогда и придешь ты, чтобы отогреть и пробудить все живое на земле, а назовем тебя ласково весною. Лесными показались молодой сестрице эти слова, и шагнула она следом за старшей. И так до сих пор и стоит сразу за зимой. Приходит, чтобы отогреть нас и всю землю, и снова вдохнуть жизнь. А потом юноша встретил совсем маленькую девочку, из рук которой вылетели птенцы, а следом за ней гремел гром, и всходил, зрел урожай. Озорная эта девчонка, конечно, была будущим летом. Пока еще дикая и неуправляемая. Закрылась лето в душистые травы, скочила, побежала по полю, а вокруг него так и порхают бабочки, и деревья шумят роскошной листвой. Еле-еле догнал его уже порядком уставший юноша, поймал, взял на руки и говорит: «Ах ты, дитя, ты не пробуждаешь жизнь, ты и есть эта самая жизнь во всей ее буйной красе, во всех ее многочисленных проявлениях. Следуй-ка сразу за красной своей сестрицей, вам вдвоем так весело будет, и нам, людям, удобно. Сначала природа наша пробудится от зимнего сна, а потом сразу начнет свисти и урожай приносить, и все правильно будет. А мы тебя почитать станем и ухаживать за дарами твоими, и ценить каждый твой подаренный денек. А назовем тебя совсем просто. Лето, во все цвета одето». Понравилось лету такие ласковые слова. Согласилось оно встать следом за юной своей сестричкой. До сих пор за весной и стоит, и греет нас своими лучами, и дарит нам плоды и ягоды. Ну а последней встретилась юноше будущая осень. Хмурая, в годах уже женщина, но иногда, когда она улыбалась, ее в глазах прокатывались отблески былой молодости. Тогда листья на деревьях сияли всеми красками: желтой, красной, оранжевой, коричневой, багровой, зеленой и даже золотой. Очень красивой в эти моменты становилась четвертая сестра. «А тебя мы назовем красиво осень», — так сказал парень. «И будешь ты к нам приходить, когда уж устанем мы от бесконечности, весны и буйства лета, когда придет пора собирать урожай и готовиться к долгому зимнему отдыху. И как только наступишь ты, мы обрадуемся и встретим тебя со всеми почестями». Осень была самой сговорчивой из сестер и не стала спорить, и замкнула она год. По сей день стоит там и никуда с места не сдвинется. Так с тех стародавних пор и повелось. Зима год открывает, весна за ней приходит, следом лето прибегает, а за ним приходит постепенно осень, которая с каждым днем хмурится все больше и больше. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.